Дорогие друзья, искренне приветствую вас на своем авторском канале «Душевные истории с Каролин». И как всегда благодарю всех моих подписчиков, всех моих друзей, что разделяете ноты моего душевного творчества. Спасибо вам за свет вдохновения, свет взаимности и созвучия. Он мне очень необходим. Авторская история «Невидимый зритель». Грета увлекалась фигурным катанием. Успешно выступив на областных соревнованиях, была приглашена в школу фигуристов Лион. Все верили в нее, но, наверное, только она не была уверена до конца. Начались непростые дни тренировок, не все получалось. Были разочарования, и не всегда она представляла команду должным образом в соревнованиях. Даже появились мысли о том, чтобы оставить это дело, допуская, что, наверное, это у нее не получится. Но внезапно заболела мама. Она очень трепетно относилась к ней. Мама была незрячей и потеряла зрение сразу после того, как она родилась. И все эти годы Грета заботилась о ней вместе с бабушкой. Папа ушел к другой женщине, ведь не каждому дано разделять сложности судьбы, особенно если жена инвалид. Поэтому Грета рано стала взрослой. Ей приходилось вместе с бабушкой поддерживать домашние заботы. Но мама, несмотря на свою незрячесть, была большим оптимистом, прекрасно играла на фортепиано и очень мечтала, чтобы ее дочь достигла больших целей. И поэтому была счастлива, когда знала, что дочь прекрасно катается на коньках и посвящает себя этому любимому делу. Она очень хотела, чтобы Грета стала фигуристкой. Ведь это была ее несбыточная мечта, которую ей пришлось оставить ввиду серьезной травмы. Она оставила спорт, вышла замуж и родила Грету. Но после рождения, ввиду серьезных причин, ей нельзя было рожать. Она полностью ослепла. И вот сегодня Грете позвонила бабушка и сообщила, что мама в больнице. У нее давно были проблемы с сердцем. Она срочно выехала. Дом находился в 500 километрах от Лиона, где она училась. Всю дорогу в поезде она вспоминала все незабываемые моменты с мамой. Мама не видела, но она чувствовала всегда настроение дочери, всячески поддерживала ее. Грета всегда чувствовала ее нежность и проникновенность, материнский взгляд любящей души. Вспоминая, когда она получила победу на соревновании по фигурному катанию, ей тогда было 9 лет. Это событие осчастливило так маму, что она даже написала новую мелодию, назвав ее «Воплощение мечты», и с радостью сыграла в тот знаменательный вечер ее первой победы. Мелодия, которая звучала в сердце Греты всегда, когда она выступала на льду. А сейчас мысли тревожили ее. Она так хотела, чтобы мама выздоровела, ведь через неделю у нее очень важное соревнование.
И она так хотела подарить ей радость, получив победу. Хоть она никогда не видела, как она танцует, но всегда материнским сердцем чувствовала ритм ее танца, ее скольжение по льду. И не только чувствовала, но и поддерживала. Свет души мамы всегда согревал ее, воодушевлял и нацеливал. Но, войдя в дом, она поняла по заплаканным бабушкиным глазам, что случилось. Это была трагедия. Мама навсегда оставила этот мир. Жизнь Греты остановилась в этот момент. Сердце изнывало от боли. Но слова мамы, которые всегда были для нее девизом: «Никогда не сдавайся, особенно, когда совсем невозможно. Иди вперед». Эти слова словно побудили заново поверить в свои силы. И через неделю она приняла участие в соревновании и выиграла золотую медаль. Это было невероятно. Тренер подошла к ней, крепко обняв, поздравляя с победой. Спросила: «Милая Грета, что двигало тебя к победе? Ведь ты совсем недавно потеряла маму». Со слезами на глазах произнесла Грета: «У меня сегодня был главный зритель, который смог провести меня к победе. Сегодня первый день, когда мама могла увидеть, как я танцую». Твой взгляд с небес поможет жить, мелодией твоей наполнив душу, и в танце с легкостью кружить, и голос сердца неустанно слушать. Любовь твоя открыла все преграды, вселяя веру в сияние доброты. Свет любящего сердца для меня награда и озаренье от маминой мольбы.